Я вам хочу рассказать, что нужно сделать, если вам по каким-то причинам нужно переустановить Windows. Вне зависимости, какой это Windows 10 или 11. Действия примерно одинаковые. Но я сейчас покажу на примере 10 Windows. Что нам нужно для этого, чтобы переустановить Windows? Для этого нам понадобится флешка объемом не менее 8 гигабайт. И, в принципе, непосредственно компьютер или ноутбук подключены к интернету. Дальше. Что нам нужно сделать? Нам нужно зайти в любой браузер, в поисковой строке ввести «Скачать Windows 10» или «Скачать Windows 11». Разницы в принципе никакой нету, просто вас перекинет на обе странички с этими Windows, на разные страницы. Ссылки на эти страницы я в принципе могу выложить прямо под видео. Дальше. Переходим по этому поиску, и вот тут видим сайт Microsoft. Скачать Windows 10. Дальше, что мы делаем с вами? Переходим на этот сайт. Значит, тут нам предлагает обновить. Так как мы будем переустанавливать, то нам нужно перейти на вкладочку ниже. Скачать средства сейчас. И скачивается небольшая программка, которая поможет нам разместить образ на нашей флешке. Дальше мы открываем вот этот файл. Пока она подготавливается, вставляем флешку. Единственный очень важный момент: обязательно нужно все важные файлы с флешки сохранить на ваш компьютер, так как они будут утеряны, так как флешка форматируется в процессе создания образа Windows, и все данные с нее будут, соответственно, утеряны. Дальше мы нажимаем на «Принять». Ждем несколько минут, вернее, ждем несколько секунд. Этот образ создается где-то в районе 15-20 минут. Все зависит от скорости флешки и от скорости самого интернет-соединения, так как сам образ будет скачиваться с интернета. Дальше что мы делаем? Так как обновлять нам сейчас не нужно, мы просто хотим создать установочную флешку для установки Windows. Переходим во второй пункт. Нажимаем «Далее». Тут, если убрать галочку, мы можем выбрать, какой язык будет у нашей операционной системы по умолчанию. Дальше выбираем выпуск. Тут выбор нету, тут Windows 10. И выбираем архитектуру. Какую же нам выбрать архитектуру? Если у нас довольно старый компьютер и оперативной памяти меньше 4 гигабайт, то есть смысл выбирать 32-разрядную архитектуру. Если у нас компьютер более-менее новый и оперативной памяти более 4 гигабайта и более, то есть смысл выбрать 64-разрядную систему. В чем разница? 64-разрядная, она более тяжелая, более требовательная к ресурсам компьютера, но есть уже ряд программ, которые на 32-разрядной системе могут не запуститься. Это касается новых игр, новых программ и так далее. Компьютер у меня более-менее современный, я выбираю 64-разрядную систему. Нажимаем «Далее». И тут оно спрашивает, сразу сохранить на флешку, тобто сделать флешку загрузочной, либо сохранить VSO файл. Так как мы сейчас будем устанавливать, то нам проще сделать вот этот образ на флешке, с которой просто потом останется только загрузиться. И нажимаем «Далее». Выбираем флешку, которую мы перед этим вставили в компьютер. Но еще раз убеждаемся, что там нету никакой важной информации, и нажимаем «Далее». Все, далее.
Все, сейчас образ загружается с интернета и записывается на флешку. По окончанию он даст вам извещение, что флешка создана, и мы можем после этого устанавливать Windows. Как мы будем устанавливать его, я вам расскажу в следующих видео. Спасибо за внимание.